Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Что было, что будет. Вот давайте мы оттолкнемся от таких самых простых вопросов и узнаем, так что же будет. Конечно, вначале мы с вами спросим, что было, и это будет своеобразная сигнификация, чтобы вы могли определить, а вообще есть смысл смотреть этот расклад или нет. Но дальше мы с вами раскроем, так что же будет. Мы спросим, что будет продолжаться. Мы спросим, что нового войдет в вашу жизнь, что будет именно нового. Мы спросим, что будет в вашем доме, что будет в поездках, путешествиях, а также я благодарю вас за ваши комментарии подробные, поскольку канал все-таки новый, и хоть я достаточное количество времени, ну, я интересуюсь Таро очень давно, но и мои прежние два канала, они уже имеют свою историю. И тем не менее, вот такого рода одиночные гадания на один вариант общий, они все-таки недавно. Но я сужу по всем комментариям с 3 каналов, и здесь вы тоже написали. Одна девушка меня спросила, вернется ли он. Я подумала, делать мне отдельное видео. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, если действительно я такое допускаю, тут по разным причинам. Кто-то по личной жизни, да, ну, пропал, исчез человек, так тоже бывает. И куда он делся? Пойди поищи. А иногда ведь это тут совсем все по-другому. К сожалению, идет война, и поэтому кто-то ждет, вернется или нет, да, пропал без вести. Поэтому тут вот у каждого свои какие-то причины, предпосылки. Да, кто-то просто любит человека. И сложно вычеркнуть вот эти отношения из своей жизни, сказать себе, ну вот не было этого, и все, растворился, исчез. Поэтому мы, что будет, вернется ли человек, мы тоже спросим. Но сначала, что же было в вашей жизни, давайте узнаем. Что же было, к чему вы пришли на данный момент? Ох, ну прямо вот сразу. Больше, наверное, про личную жизнь. А если меня смотрят мужчины, просто перекладывайте где-то на себя. Но это для всех будет карта власти. Может быть, это вы столкнулись, если мои дорогие девочки, с каким-то человеком, который действует сам, ну, по своему сценарию, по своей указке. Не совсем тут император склонен к договоренностям, прямо скажем. Он сначала себя поставит на первое место. Ну, а все остальное это как своеобразное приложение уже, да. То есть сказать, что он видит взаимодействие сначала, ну, может быть, он все-таки видит, но он же император. Поэтому есть два мнения, мое и неправильное. Ну, и может быть, это точно так же, когда вы проводите ряд согласований сейчас, и в вашей жизни много или руководящих каких-то персон, или инстанций, представителей законной власти, но тоже вот такие люди, которые они даже в личной жизни, они все равно будут оставаться на своей волне, потому что, где-то накладывает отпечаток работа, может быть, да, или какое-то такое очень своеобразное общение. Но и вы-то точно в таких же энергиях, самое главное. Общаясь с императором, нам самим становится необходимо быть таким императором, сохранять как будто нашу канву того, что мы хотим продолжать, а не кто-то хочет. С чем это связано? Давайте немножко проясним. Да, тут даже мои дорогие девочки, и не императрицы ни разу, вам вот в таких мужских энергиях заставила жизнь быть. Как экзамен жизни вы проходите. Значит, есть то, что нельзя продолжать, или неинтересно уже продолжать, или, может быть, и очень хотелось. Мы все женщины, ну, в большинстве своем, мы эмоциональные, мы наделены эмпатией больше, ну, чем мужчины. Хотя тоже спорный вопрос, но все-таки. Ну вот я к тому, что какой-то период времени, может быть, мы и склонны были где-то больше договариваться, а потом кому-то пришлось себя как собирать из щебня, собирать вот из этих руин. И это было сделать очень сложно. И вы теперь боитесь даже соскользнуть в эту эмпатию. Вот кто-то меня смотрит и, может быть, находится в таких сложных энергиях, а потому что приходится быть императором. То тут, если упасть в чьи-то руки, то в свои собственные.
Тут не на кого надеяться. И, может быть, не просто одна какая-то задача перед вами стоит, а когда куча этих задач, а еще и дети на ваших руках. Вот у кого-то ведь и так. Да, хочется и личную жизнь построить, хочется и благополучия, хочется и достижений каких-то, но есть еще какие-то и обязанности. Вот, кстати, по аркану император идут обязанности тоже. И это ваша мера ответственности. Может быть, вы и рады, чтобы был тот человек, с которым можно разделить хотя бы в пределах собственного дома, да, построить семью, чтобы была вот эта взаимосвязь, а не то, что мы как в разных океанах плаваем, и каждый на своей волне какой-то там, да, серфингует. Ну, а вот именно, ну, пока, видимо, этого взаимодействия нет. Но я тут вижу пентаклевая карта, карта будущего, и иногда это карта экзамена. Да, тут приходится обороняться по семерке жезлов, и вы какой-то прошли уже очень сложный путь и понимаете, что меня моя эмпатия завела совсем не в ту сторону. Моя доброта, может быть, сделала меня более уязвимой. Опять же, мужчины, перекладывайте на себя. Среди вас тоже достаточно эмпатов, это я знаю. Но иногда, значит, и вы проходите такой урок. И это не значит, что мы должны очерстветь, но просто мы должны быть более выборочны. Наверное, вот я делаю этот расклад в конце августа, и я могу сказать, все никак не допишу свой гороскоп на сентябрь на сайте. Но забегая немного вперед, он практически готов. Делая вот выводы из всего гороскопа на сентябрь, кто вот именно смотрит сейчас, а кто нашел видео позже, значит для вас это именно теперь актуально. Основная тема – уязвимость. Наша уязвимость. Нам ее нужно каким-то образом проработать. И уязвимость ваша была в согласии. В согласии или когда вас легко было уговорить. Или это не значит, что вы вот такие бесхребетные, бесхарактерные. Нет. Но, видимо, вы как-то быстро проникаетесь историей человека, которую вам могут рассказать, да? И значит, вам можно преподнести что-то по-разному, да? И вы сначала на эмоциях, вы сначала живете чувством, а потом начинаете мыслить. Ага, а это вообще-то были манипуляции. А это меня просто склонили, а я где-то поддалась этому. Вот теперь вы проходите вот этот сложный этап, когда я на первом месте, остальное потом. И на самом деле по этой карте семерки жезлов любая семерка – это своеобразная путаница, которую мы должны устранить. И у нас с вами Таро ведьмочка. Посмотрите. Наша ведьмочка одним жезлом или одной палочкой волшебной, она все-таки вооружилась, а 6 пытаются дотянуться, пытаются к чему-то склонить. Ну вот, видимо, такой усложный урок, но вот эта уязвимость, она должна быть, это знаете как, основная цель вот этого периода, если мы говорим, что было. Вот какой-то был вопрос связан именно с тем, что вы были в чем-то уязвимы, или вы дали себя уговорить. Или вы не дали себе время подумать. Вы с чем-то прежде согласились, а потом начали думать. Вот, может быть, я никого не хочу обидеть. Абсолютно. Но иногда мы это совершаем на автоматизме из благих побуждений. Ну, а благими намерениями понятно куда. Выслана дорога. Ну вот теперь что было? Было какое-то ваше важное решение. Вот, наверное, поэтому у нас и аркан император. Мои дорогие девочки даже. Это вы решили? Нет, все, хватит, баста. Дальше так не будет продолжаться. Иначе я себя не просто как обесточу, я потеряю какую-то возможность. Я просто себя в ноль изведу, даже энергии, силы, жизненную активность, время. Я все это теряю, потому что то и дело соскальзываю через свои, может быть, ощущения, эмоции. Вы пытаетесь сейчас проработать собственные эмоции. Или так бы было бы даже правильно, потому что нам нужно устранить вот эту чехарду. И вы где-то сами это уже поняли, видите, осознаете даже. И туз пентаклей вам высшие силы помогают. Вот с этой путаницей разобраться раз и навсегда. Да, потом придется держать марку. Потому что соблазнов еще будет много. Вас же люди воспринимают как-то. И хоть наши близкие или родственники, коллеги, соседи, да кто угодно, ваше окружение, они
действовали в таком шаблоне сценария, но и как будто будут продолжать. Вы знаете, сломать шаблон. Так устроен человек, что какое у него мнение уже сложилось, или пусть это было даже первое впечатление, оно порой длится годами. И вот этот шаблон сломать нам очень сложно. Вам, скорее всего, мои дорогие, как будто, может быть, даже имидж неплохо бы поменять. Как будто вот всячески обозначить жизнь с чистого листа. И в этом вам будут помогать высшие силы. И я так смотрю, что было. Скорее всего, вот кому подойдет наш расклад, вы интуитивно уже чувствуете, нет, мне нужно что-то менять. Вот это точно. Вот это чувство, ощущение в вас есть. Что было? У кого-то прежде было много перемещений, дорог, кто-то любил путешествовать, кто-то учил языки. Вот у меня тут такие очень сильные персоны сегодня на раскладе, это точно. И вопрос совсем не в количестве дипломов, мои дорогие. Диплом можно иметь один, а постоянно всю жизнь чему-то учиться. И, скорее всего, вам тоже, знаете, вот вы сохранили самое главное, пройдя какой-то сложный жизненный этап. Вы сохранили любопытство к жизни. Не к соседу, нет, мои дорогие. Я имею в виду, пока мы не утрачиваем вот это любопытство, мы остаемся молодыми. Вот до этих пор молодость не имеет возраста. И неважно, в каком возрасте вы меня смотрите, то есть пусть вам даже там 70 около того или за 70, это не имеет никакого значения. Поверьте, много лет проработала с людьми, это лишь наши установки. Иногда встречаем персон относительных совсем молодых, 30 плюс-минус, но ход мысли у них как-то вот по-другому идет. Хочется уже, знаете, вот как будто осесть и уже ни о чем не думать. А нет, вот тут наш расклад скорее для деятельных, по крайней мере, тем, у кому именно любопытно. Может быть, любопытно даже, я вот так не жил или не жила, и мне хочется эту стезю попробовать. Может быть, вам интересны вдруг даже, да, или из каких-то, пусть вы не прежде путешествовали, а наоборот, никогда не путешествовали, но это желание, оно вас жило долго. И вы теперь у себя спрашиваете, и доколе же это я буду ожидать? Или вообще моим мечтам суждено сбыться или нет? И такой вопрос очень правильный, потому что когда мы его себе задаем, мы более решительны к тому, чтобы менять собственную жизнь. И по шестерке мечей это и есть перемены. Вообще очень многогранная карта, когда мы не просто чему-то обучаемся, учимся. И кто-то и сейчас тоже продолжает или какое-то ваше новое творчество, направление в деятельности, может быть, ремесло изучаете, опять же, языки. Или когда, в принципе, вы прицеливаетесь, как можно путешествовать, может быть, не очень далеко, да, потому что у каждого свои финансовые возможности. Но главное, вам не хочется сидеть на месте. Вам какой-то застой уже надоел. И нам, по сути, две карты, когда мы можем обучаться, и нам хочется, нам нравится. И мы смотрим в будущее. Три карты будущего. И если здесь еще мы где-то в роли ученика, то здесь уже эта карта заслуженного успеха. Кто-то, может быть, онлайн обучается или пытается делать первые шаги, ну, может быть, и не первые, в удаленной работе. Вот я такое тоже могу предположить. А может быть, у кого-то из вас, кто-то из вас, мои дорогие, переживает очень сложный этап, период, когда вы еще пока на первых порах, на начальном таком этапе, и ответственность, вы понимаете, что да, нужно брать. Раньше, может быть, и лежала эта ответственность, или кто-то с вами разделял, а теперь вы понимаете, а нет, сама только могу с собой разделять эту ответственность, а все равно уже какой-то очень тягостный этап, скорее всего, позади. Вы уже понимаете, да, надо с прошлым прощаться, потому что эпоха перемен. Вы уже себе, скорее всего, сказали, что любой драйв, любое движение, только не застой. Так что же было еще? А ведь у кого-то была любовь. Посмотрите, император, императрица. Можно сказать, уже не важно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Как альфа и омега, как начало и завершение. Какая-то история пары, это тоже присутствует. И, может быть, это вы такая многогранная личность, да, и достижения ваши есть, потому что вам показаны два цельных человека, два самодостаточных человека. Когда
Даже если вы были какое-то время во взаимоотношениях, может быть, у кого-то семья или у кого-то отношения как в паре были, да, длительное время, дружба, а потом тоже вот, ну вот хочется что-то вам сохранить, это точно, мои дорогие. Или в данный период времени вы просто вынуждены, как императрица в энергиях императора. Да, мне приходится и быть и доброй, и заботливой к своим любимым детям, может быть, да, к тому, что дорого, к моему творчеству, к моим достижениям. Это все проходит по аркану императрица. Это вообще-то символ нового «я». Ну и в то же время хотелось бы пары. Вот, видимо, так. То есть есть вопросы, когда м, нужны вот эти холодные энергии, а вам где-то сложновато в них находиться. Ладно, давайте пойдем дальше. Так что же будет? Что нового будет в вашей жизни? Или что нового придет на ваш порог? Или что нового придет в вашу жизнь? Может быть, и кто? Я такое не отрицаю. Давайте будем узнавать. Так, что будет нового? Ну вот смотрите, как можно быстрее, тут одна заминка. Карта искаженного восприятия, что мы подзастряли. По крайней мере, тут не нужно долго сожалеть или отталкиваться. Мы говорили с вами долго о шаблоне. По восьмерке мечей как раз и идут шаблоны, как мы себе это представляем. И вот если мы будем действовать как прежде, или будем действовать как представляем, или ничего делать не будем, здесь есть какие-то ограничения. Но нам говорят, ты только можешь эти ограничения прекратить. А если история какая-то прекратилась, и вы это точно знаете, да, прекратилась, все равно нужно идти вперед. Здесь нельзя жить ожиданиями, мои дорогие. Вот самое, наверное, главное. И это мы ведь спрашиваем, что нового? Новое как будто не войдет, пока ты живешь старыми мыслями, старыми какими-то стереотипами или, может быть, прежними методами знакомства. У кого-то даже так, а почему нет? Может быть, кто-то хочет познакомиться. Надоело одиночество. Вы уже где-то внутренне готовы к тому, чтобы познакомиться. Но вряд ли человек новый придет в вашу жизнь. Перед этим нужно себя менять. Потому что прежняя история, если она закончилась по разным причинам, но мы пока себя не изменим, любой человек, которого мы встретим, мы его будем несколько однобоко воспринимать. Так что же нового идет в вашу жизнь? Вы знаете, тут для вас по части достижений и заработков, как будто этому нужно обязательно уделить внимание. И что интересно, тройка пентаклей и восьмерка пентаклей. Если здесь какой-то начальный этап сдачи экзамена буквально или изучения чего-то нового, а восьмерка это уже профессионал, который кует сам свои пентакли. Это прекрасная карта ремесленника или когда мы работаем сами на себя. И карта говорит, продолжай. Вот на достижения, на финансы, ну тут действительно есть какая-то перспектива перед вами, но вы как будто уже знаете, чем вы хотите заниматься. Может быть, это первые шаги, но это нужно продолжать, потому что деньги– один из способов взаимодействия с миром. Продолжай, у тебя получится, и ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому настойчивость, как и прежние методы не работают, так и без настойчивости вашей дело не пойдет. Это что нового идет? Новые возможности идут. Может быть, нам придется еще какие-то вопросы настойчиво решать, опять же, да, или продвигать самого себя, свое личное дело. У кого-то может быть новый вид творчества или новую работу, может быть вторичный доход. Но вот деньги, тем не менее, что нового идет в вашу жизнь, да? Что будет именно нового? Тут, скорее всего, решение ваших финансовых вопросов с какими-то новыми совершенно организациями. Я имею в виду не буквально учреждения, хотя у кого-то так и происходит, а когда даже вашу личную жизнь нужно организовать тоже по-новому, но явно есть перспективы. Знаете, для тех, кто смотрит и очень сложная финансовая ситуация, то тут, правда, из застоя нужно выходить. Пока не приступим, именно когда надеемся сами на себя, ничего не будет меняться. Тут нам нужно себя перестроить. Тут нужно будет как устранить противоречия. С одной стороны, больше дипломатии, это карта по пятерке пентаклей, и это всегда карта недостатка. Так вот, все ваши какие-то минусы в вашей жизни можно устранить одновременно двумя как бы действиями.
или при взаимодействии с другими людьми, что и договариваться придется, и зарабатывать, думать о финансах самому себе или самой себе, ну или самих себе, это тоже. Вот деньги и дипломатия– это ваше все. Вы как будто в этом не раз успеете убедиться. Хорошо, так что будет нового в вашей жизни? Ну вот смотрите, аркан умеренности. Вам нужно какой-то баланс подвести. Вот явный баланс. Не просто какое-то ожидание. Вот, но об этом мы уже говорили. Карта искаженного восприятия. Нет, тут, понимаете, как с завязанными глазами были. А здесь эти глаза нужно открывать. Но финансы должна быть какая-то финансовая подушка, как минимум, и безопасности, но и оттолкнувшись от этого, какое-то развитие. Потому что это развитие, оно должно набрать обороты. Вверху волшебная карта, туз пентаклей, все то, что я по ней говорила. Но опять же, умеренность имеется в виду, умеренность, настойчивость продолжать и держать вот это равновесие. Договариваться придется с разными людьми. Будете слышать самую разную информацию, мои дорогие. И это не значит, если мы с вами говорили по семерке, да, посмотрите, если ты будешь продолжать со всеми соглашаться, или ты будешь всем удобной, например, да, ничего хорошего не будет. Ты будешь повторять одни и те же ошибки, словно находить прежние грабли. Здесь себя нужно привести вот в этот баланс. Но тут целая перестройка. Так что же нового будет в вашей жизни? Ну, видимо, стабилизировать, опять же, об этом нам говорит карта. Есть те вопросы, которые ты еще должен либо в чем-то поставить точку. Двойка жезлов– это то, что нам знакомо. То есть, если мы сказали, что отправиться или буквально в путешествие, поменять работу, или мы хотим уже новых знакомств, новых людей, сменить, может быть, наше окружение, то нам совершенно необходимо стать реалистами на первых порах. И, может быть, даже для себя план, каким образом это осуществить. Что нового будет в вашей жизни? Будут новые люди. Вы знаете, вам все-таки, вот я вижу, что нового будет в вашей жизни. Тут будет и новый человек тоже. По королю жезлов это у нас проходит харизматичный лидер. Это может быть, знаете, как экзамен судьбы, когда вы встретите человека, и вы тоже не должны замечтаться. Очень легко потом соскользнуть опять вот в эту семерку жезлов. Почему? Потому что тут красивые речи, тут красивые обещания. По королю жезлов может быть страстная любовь, мои дорогие, или сильное влечение. Когда мы где-то у нас сносит башню. Вот есть такое выражение. Ну, правда, тут совсем не холодный расчет. Нет, тут эмоции, опять же, страсть. Причем, если было страстное желание кому-то помочь, да, из благих намерений, а нет, тут другое страстное, еще более ярче, энергии более сильнее. И мы уже надеемся, что ну вот оно, наше где-то благополучие, или вот она возможность, или вот он человек. А тут нет, тут вот туда-сюда. Может быть, поэтому двойка жезлов нам и говорит. Не пытайся снова усидеть на двух стульях. Тебе в жизни, ну, увы, встретится такой человек. И ведь с ним надо будет отстроить очень правильно взаимоотношения. Вы можете столкнуться с таким человеком, назовите проверка судьбы. А это еще и человек может быть сам такой, когда, знаете, интерес у него, безусловно, есть или будет к вам. Но как только он увидит, что вас легко прогнуть, весь интерес пропадет. Вот, может быть, не очень приятно это слышать, но я должна это сказать. Ну, ни разу не берет на себя ответственность король жезлов. Да, вот и нам даже художник прорисовал. Что-то он показывает на карте, в короне, да, в доспехах. Все прекрасно, планы какие-то. Причем тут чернильные приборы, все это достойно, чинно, благородно. Кому он показывает на карте ориентир? Коту. Вот вам могут как коту показывать ориентиры, но участвовать не будут. Вот я вижу, что все-таки, как бы мне, вот почему вот это так происходит, я не знаю. Совсем не ожидала такого расклада, мои дорогие. Есть какой-то путь, который вам нужно пройти, но, видимо, еще какие-то башмаки стоптать. А почему это так? Что это означает? Давайте достанем хоть пару карт. Ага,
Ну вот, наверное, эту карту нужно положить в центре. Вы должны стать магом и волшебником. Маг– великий практик. Мои дорогие девочки, ну, мужчина перекладываете. Мои дорогие девочки, это вы должны быть и императором, и императрицей в одном лице. Иными словами, это и есть карта мага. Разные полярные энергии. И по-другому ничего не пойдет. Какой-то период будьте внимательны к тому, что вас вообще не должны выводить на эмоции. Настолько не должны, что это ведь не про магию. У вас будет много возможностей. Но ваше будущее, может быть, строится именно с того, что вы отстраиваете свое благополучие. Может быть, кому-то из вас даже суждено встретить человека в последующем, но вот сейчас, где вы находитесь, или ваш круг общения, там его нет, этого человека, если кто-то смотрит сугубо на личную жизнь. Ну, нет его. Нужно для этого себя изменить, чтобы состоялась какая-то встреча. Если мы говорим вопросы ваших достижений, да, тут придется многому учиться. И нам, пусть нам показали пентакли, но это, в принципе, не только деньги, это практика, опять же. И у мага все в порядке с деньгами. Но он это благополучие финансовое, он никогда не ставит на первое место. У него на первом месте обучение и что-то более высокое, как идея. И как только вы не поставите само благополучие, когда все просто хорошо, просто, вот понимаете? Нет, тут просто не получается, тут несколько сложнее, тут некоторая работа над собой, но она вам дает бесконечные возможности. Вас нельзя будет увлечь в то дело, в котором заведом минус. Вас невозможно будет, ну, купить налезть. Вас невозможно будет расстроить какой-то фразой. Вам будет фиолетово. Вам вообще тут будет, ну, как будто мне до этого нет дела. Я все равно иду своим путем. Вы не совершите практически никаких ошибок, таких значимых. И, может быть, с этого начинается ваше благополучие. Ну, давайте мы теперь, мы поняли, для чего такой сложный путь. Путь мага вы проходите, понимаете? А магами не рождаются, ими становятся. Что будет продолжаться? Следующая карта. Что будет продолжаться? Ну, кто-то вам будет изъявлять или выражать свое признание, знаки внимания, интерес к вашей персоне. Но вам придется король кубков и единственный персонаж в колоде, который правильно переключается между эмоциями и материализмом. Мы об этом говорили. Может быть, для кого-то из вас вам придется взаимодействовать со своими близкими. Или, может быть, секс с супругами. Вот такое тоже может быть. Или с какими-то родственниками. Но не замечтаться хоть с кем, будь то по работе, будь то в личной жизни. Может быть, даже вам своим домочадцам придется в чем-то сказать «нет», и это надо будет делать дипломатично, просто для того, чтобы себя не обесточить финансово. Что будет продолжаться? Какое-то обучение, какие-то вести, новости будут к вам приходить. По тузу мечей у нас проходит не только как информация какая-то от конкретного лица, и может быть даже от кого-то из близких. Но это когда выход из лабиринта, практически я всегда так говорю, потому что это окончательное какое-то решение. Вот что будет продолжено? Что-то и будет продолжено, но ровно какой-то короткий промежуток времени. Но я могу предположить, что это будет связано и с новостью, которая или вы сами завершаете после этих событий каких-то новостных, ожидания, или какой-то свой лабиринт, потемки, путаницу в жизни, или когда вы услышите что-то. И это будет тоже своеобразным окончанием того, что, может быть, вы перестанете что-то или кого-то ждать. Что же еще? Да, вы перестаете в конечном итоге думать о чем-то из прошлого. Значит, есть какая-то предпосылка еще пока теперь, когда вы, ну, какие-то надежды испытываете. Иногда эмпатия, надежды тоже проходят по королю кубков. И интуиция, когда мы какой-то период времени ждем. Так вот, что будет продолжаться? Вы еще какое-то время, может быть, будете ну, где-то и анализировать, где-то и чувства какие-то сложные не оставят. Но наступит время X, когда все встает на свои места. И по восьмерке кубков мы искали выход,
и мы его находим. Вот, видимо, пока вы не проясните какой-то вопрос, когда вы, ну, как в хорошем смысле, не самоутвердитесь в своих намерениях и целях, не закончится какая-то путаница. Тут себя нужно настроить. И вот сразу завершаются и какие-то перипетии. Вот посмотрите, по 8 кубков девушка наша уходит, не оглядываясь. И, может быть, там что-то и осталось в этих кубках, но уже не интересно. Мы идем вперед. И теперь давайте мы достанем карту. Все-таки мы смотрим, да, что будет продолжаться по отношениям. И мы спросим, вернется ли он, или будет возвращаться ли какой-то конкретный человек, которого вы ждете. Или, может быть, вам очень хочется, чтобы он вернулся. Ну, может быть, и не хочется, но вы предполагаете, что он может вернуться. Тут у каждого все-таки по-своему. Так будет ли он возвращаться? Но тут нам четко карты не дают ответ, но какая-то новость, она может к вам прийти. Об этом человеке точно. Паж, пажи– это вестники. Может быть, и вы ждете где-то эту новость, и вы сейчас как на развилке, и думаете, эх, если бы мне знать, тогда бы я знала, куда мне идти, в каком направлении. Вы знаете, еще какое-то время вам придется, может быть, узнавать что-то, или куда-то отправляться, или это может быть поездки по инстанциям для того, чтобы для себя что-то разузнать. Тут у кого чего касается. Здесь может по рыцарю жезлов неожиданность, ведь все-таки и прийти в вашу жизнь. И поэтому мы, если спрашиваем, вернется ли он, то по рыцарю жезлов, да, по идее, внезапно вы можете получить какую-то весть. Но это совсем не та весть, которую вы ждете. Вот это тоже может быть такой момент. Или от человека. Ну, или какая-то весть, которая связана с кем-то другим. Вот я такое тоже могу предположить. Будьте готовы, мои дорогие, к неожиданностям. Вернется ли он? По 9 пентаклей вообще, вы знаете, я не могу сказать, что тут, это ведь карта благополучия, где-то карта отдыха, это карта человека, который остается довольно самим собой. Но это карта и отчасти одиночки. И в самом хорошем смысле, потому что у нас отдых показан, когда нам никто не давит на психику, когда мы можем уделить внимание самим себе. Но, видимо, возможно, это такое становление мага проходит. Допускаю такое. Но ведь эта карта еще вверху у нас императрица. Когда мы понимаем, зачем нужно было пройти такой сложный путь, когда мы отстраиваем сами свое благополучие. Может быть, это будет связано, что вы услышите какую-то новость. Она может быть разного характера. Будьте к этому готовы. Но что бы она ни была, то я вижу, что какая-то новость, она, скорее всего, ну, как положит конец каким-то ожиданиям. И тут у каждого плюс или минус. Но сказать, что однозначно, да, вот человек возвращается, вот его не было, и вот он такой живой, здоровый, невредимый к вам приходит с букетом цветов. По этому триплету, как бы не хотелось мне, я не могу сказать. Вот это нет. Нас все-таки к реализму вот эта карта призывает. Но для нас даже любая новость, наверное, это благо, потому что мы теперь понимаем, куда идти дальше. Тут уже направление по 9 пентаклей. Но хотя девятка по нумерологии, когда может означать, как мы прелюдия перемен находимся. Вот это тоже примите к сведению. Ладно, давайте раскроем. Может быть, нам в других позициях нам что-то немножко прояснят карты. Что будет в вашем доме? Что будет в доме? Что придет на ваш порог? Буквально. Давайте будем узнавать. Ну вот опять же, много эмоций. Вы понимаете, как 8 мечей, вот как я говорила, ожидание, может быть, да, по королю кубков. Это вы ждете, что все-таки человек вернется. Может быть так, или ну, какие-то вопросы вам нужно будет решать. Вам решать их будет не так просто. Что если мы спросили про дом? Может быть, кто-то буквально смотрит, потому что вам и вы наметили уже себе некоторые согласования, дела, которые касаются вашего жилища. Но путаница какая-то, она все-таки есть, что придет дом. Тут, с одной стороны, это возможности. Возможности у вас как будто есть. Но мы не можем одновременно выбрать, вот все 7 взять.
Мы должны выбрать что-то одно. Приготовьтесь к тому, что в доме, ну, вам с чем-то придется определяться. Может быть, и с местом жительства, что будет в доме. Ну, вы знаете, в принципе, сам по себе дом, безусловно, по двойке пентаклей. Легкость на подъем. Кто-то будет продолжать дальше искать жилище. Кто-то из вас, может быть, задумается о переезде. Вот нет стабильности в том месте, где вы сейчас находитесь. У нас все же расклад, он не до бесконечности, правильно, то есть какой-то определенный промежуток времени в ближайшем, может быть, будущем, ближайшие дни, хотя тут тоже по-разному. Но что будет в доме? В доме? По двойке пентаклей, у кого-то это может свидетельствовать даже работу на дому или две работы, когда вы, может быть, и захотите уже, к примеру, сделать ремонт или куда-то переехать, но вот есть еще какие-то финансовые задачи, которые вам не дают буквально обустроить свое жилище или переехать куда вы хотите, или обустроить свое жилье так же, как вот вы хотите. Есть еще опять тот пункт, когда не все однозначно. Или, может быть, то место, где вы сейчас проживаете или где вы хотите проживать, куда вы планировали, но там тоже не все так быстро и просто, потому что там есть какие-то условности. Но и быстро тут что-то не решается, это точно. Так что же будет в доме? Вы знаете, тут все-таки нам карта прогресса выпадает на лет на 10-20. Вот, видимо, прежде чем вы начнете, как знаете, фундамент какой-то закладывать или определяться с местом жительства, у кого-то это страна, у кого-то это будет означать буквально, ну, как вот место, где вы хотите, может быть, квартира, дом, да, вот что-то такое. Тут много разных составляющих. Посмотрите, все равно тут есть какие-то метаморфозы. Так вот, прежде чем мы по рыцарю Пентаклей говорим, допустим, себе, что ну вот да, вот я уже с чем-то определилась или определился. Ну, может быть, буквально это стен касается. Здесь есть еще какие-то условности, которые вам необходимо учитывать. Часто по рыцарю Пентакли проходит марафонский забег. Это наше жилье лет на 10-20, как по Плутону. Здесь я не исключаю, что будет в доме, да, или что придет на ваш порог. Вот если мы говорим, что придет на ваш порог, то здесь будут в вашем доме те, по крайней мере, или как минимум одна персона, которая вам может помочь, кстати. И нам ведь не говорят, кто это будет. Это может быть люди, которых мы знали, или опять же, смотря какие вопросы по части жилища. Если это согласование, значит, это может быть даже какое-то лицо доверенное, или может быть чиновник, который вам правильно прояснит, как вам нужно что-то оформлять. Ну, одним словом, дельный совет даст. Оно есть еще и такой момент, что вас поддержат. Если мы хотим в доме решить какую-то ситуацию, у нас, допустим, по финансам что-то не получается, может быть, даже в короткий период времени нужно решить вопросы по дому и за что-то проплатить. Эта карта говорит, что буквально на ваш порог может прийти человек, ну или в вашей жизни есть такая персона, которая вас может поддержать финансово. И это совсем не обязательно те, на которых мы думаем. Скорее всего, это может быть человек, на которого мы даже не рассчитывали. Вот такое иногда проходит по рыцарю Пентаклей. Будьте внимательны. Но мне очень интересно, так а что же будет все-таки в доме, да? Тут нам как будто ничего не меняется. Вот правда, наверное, с первых карт, которые я достала, ну вот, наверное, где вы находитесь, то вы в ближайшее время и будете находиться. Может быть, вы будете что-то просчитывать. Да, скорее всего, очень интересно, кто думал о переезде единожды, вы все-таки переедете за свою жизнь, но это, скорее всего, не будет буквально завтра. Сбываются наши мечты по аркану звезда. Это выбор правильного направления, причем лет на 10-20. Это что-то далекое. Может быть, если вы когда-то хотели осуществить свою мечту, вы просто будете идти к ней. Вот у кого с переездом связаны, у вас получится. Но, мои дорогие любимые, не так быстро. Это факт. Ладно, давайте мы теперь спросим на поездки. Что будет с поездками, перемещениями, путешествиями, может быть и так. Туз кубков, а будет возможность путешествовать. Это правда. Вам как будто это даже нужно. Вас это вдохновляет. Мои дорогие, вы более того, если вы один или одна,
как только начнете путешествовать, или будете легки на подъем, будете свободнее в контактах, да, имеется в виду, когда мы не рассматриваем каждую персону как потенциального там, я не знаю, жениха, невесту, или где-то мы не давим своим авторитетом, а вот больше легкости, если, то тогда тут очень много позитивных моментов приносит вам путешествие, но в то же время и не замечтаться, уметь себя защищать. Может быть, и поэтому и нужно быть вот этим самым магом. Что же будет в поездках? По четверке мечей тут, правда, тут нужно будет с кем-то, может быть, и не спорить, постоянно что-то анализировать, продумывать. Для кого-то из вас, возможно, впереди. Это вы себе будете планировать как отдых. Иногда четверка мечей – необходимость привести мысли в порядок. Пусть вы на пару дней куда-то уедете, поверьте, у вас мощная перезагрузка. Вот даже так может быть. Тут как показаны какие-то перемещения. Вам как нужно и сломать собственный какой-то шаблон. Мы говорили вскользь даже об имидже. И может быть, как если вы пока в этой рутине находитесь, а не переключаетесь, или вам сложно это сделать, на что-то иное, на любопытство, да, быть любопытным человеком, посмотреть мир, или пусть это не так глобально, но где-то рядом с той местностью, где вы проживаете. Если мы, ну, как будто вот только в четырех стенах сидим, то и мы сами себя ограничиваем. Вот вам это будет мешать. Но и в то же время не замечтаться будет очень важно. И что же тогда на поездке будет, на перемещение? Ну вот смотрите, правда, вам как сам Бог велел больше перемещаться, быть более мобильным человеком. Туз жезлов – это опять же возможности, это какие-то новости, это интерес к жизни. Туз жезлов как раз и делит нашу жизнь на период до и после. Это нам чем-то нравится заниматься. Больше как будто сил, вдохновения, да. Вы знаете, вот интересный такой наш расклад. Вам все время вперед. Я уже говорила с первых карт. И вам путешествия вот эти, они как открывают новые возможности. И если первый туз жезлов по восьмерке жезлов, это, кстати, отчасти трансформация, причем добрая. И это карта ускорения, когда мы набираем темп, когда мы уже выруливаем где-то на обгон. Это новые возможности, это какие-то неожиданные новости. Но, видимо, не все новости вам придется опять же фильтровать по пятерке кубков, потому что, может быть, как раз вот этот темп вам и помогает уйти от каких-то разочарований. Но стать магом, я говорила, его не налезть не купишь, ни на какую-то информацию, которая со знаком минус. Ну, случилось и произошло. Ладно, я иду дальше. Вот, видимо, вам себе самому или самой себе говорить, это случилось, произошло, но даже если были какие-то ошибки, окей, я часто говорю по пятерке кубков, пусть не в этой колоде. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот у вас этот момент должен происходить значительно быстрее. Ладно, так что же будет? Давайте подведем итог нашему прогнозу. Что же в целом будет? Путь мага на кону. Что вам нужно еще пройти? Что будет в вашей жизни в ближайшее время? Путь мага. Что будет? Соблазны будут. Мы с вами, наверное, о соблазнах только и говорим. Может быть, будет и страстная любовь, у кого-то возможность, способность заработать деньги. Но это все на грани. И нам говорят, не продолжай какую-то игру, иначе она может перейти в опасность. Ведь это карта искушения. Вот и какие-то искушения будут. Но эти искушения заканчиваются ничем. Поэтому розовые очки мы не можем себе одеть. Точно так же, как и погрузиться в ненужную философию. Иначе и то, и другое закончится каким-то минусом. Вот я говорила уже, экзамен жизни. Что же будет? Понимаете, не найти какие-то старые грабли. Иначе это опять, понимаете, какая-то апатия. Вот из нее нужно выйти. И где-то, может быть, ну, и я бы сказала, не ждать даже, что придет человек, который нейтрализует наши минусовые эмоции. Как правило, мы встречаем точно таких же, как мы сами. Тот тоже будет искать какие-то подобные приятные эмоции, или тот, или та, когда именно его развлекают, а не есть взаимодействие. Вот, наверное, это я вижу как основной экзамен жизни, мои дорогие. Ладно, что будет?
Тут как будто, вот посмотрите-ка, опять же, королева мечей. Ну вот какое-то хладнокровие вам совершенно необходимо, потому что рациональные мысли, и это та, которая надеется сама на себя. Это та, которая себя не подвергает риску. Это та, которая умеет хранить молчание. По этим двум картам карты независимого человека. И я говорила, прежде чем, может быть, кто-то встретит новую любовь, это вам нужно подняться над суетой или над какой-то обыденностью, оказаться в каком-то месте, может быть, в каком-то обществе, изменить мнение по отношению к вам. Ну, то есть вот этот самый шаблон, может быть, и менять самое себя или самого себя, вполне вероятно. Для кого-то из вас и может быть встреча с таким и интересным человеком, но и человек будет тоже на своей волне. Вот поэтому, пока в чем-то не разберетесь, храните молчание. Но еще и по аркану жрица счастье и удача любят тишину. Помните об этом. Тройка кубков – это праздник. Поэтому праздник какой-то будет. Давайте достанем совет. Паш мечей. Но это вообще-то нового направления. Эта карта призывает нас, как совет, увидеть правду, истину. А по карте Иерофант это какие-то судьбоносные события, когда мы благодарны судьбе, что она нас поддерживает. Да, не гневите, говорят, судьбу. Потому что не в судьбе часто дело, а в том, что мы неправильно воспринимаем. Это будут еще происходить те новости, опять же, какие-то события вокруг вас или обстоятельства, которые вы не сможете отменить. И старший аркан говорит о том, что тебе нужно научиться со всем взаимодействовать. Будь готов вообще учиться, в принципе. Но здесь всему свое время, когда выпадает аркан Иерофант. Но это базис некоторый, понимаете, и мудрость одновременно. По пажу мечей это может быть какая-то новость судьбоносная. С чем это будет связано? Новое качество жизни, понимаете? Вот как по нулевому аркану мы не можем замечтаться. Поэтому учеба сама по себе, постоянное движение вперед. Настроение будет хорошее. Но, наверное, поскольку вам выпадали вот такие арканы, да, как королева мечей, карта мага, но у нас всегда шут находится на краю обрыва. И поэтому мы не шуты на карте, мы не можем свалиться с этого обрыва или оступиться. Нам нужно научиться сохранять себя и в то же время сохранять вдохновение, чтобы идти вперед. А судьба нам все равно будет помогать. И если мы на нее не сетуем, значит, те возможности мы обязательно увидим. Но к вам приходят возможности, вот если мы рассматриваем даже как совет. Поэтому, может, нам и говорят, будь готов учиться, потому что ты еще будешь слышать разное, видеть разное. Тут по пажу мечей может и у тебя твои планы перевернуться на 180 градусов. Но и по нулевому аркану, но это как жизнь с чистого листа, поэтому к этому нужно быть тоже готовым. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я надеюсь, что наш прогноз чем-то вам был полезен. Буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.